Андрей уже несколько лет работал лесником в небольшом поселке, окруженном густым лесом. Он прекрасно знал все местные тропы, был отличным охотником, а самое главное, у него было огромное сердце, полное преданности природе. Того дня, проснувшись пораньше, Андрей налил свой термос с чаем и собрался отправиться на работу. Строительство новой дороги внутрь леса требовало его участия, и он всегда выполнял свою работу с полной самоотдачей. К сожалению, этот день не задался, как задумывалось. Борясь за защиту леса от вырубки, Андрей постоянно сталкивался с бродячими волками. В лесу находились и несколько сот туристов, большинство из которых скрывалось от этих угрожающих хищников. Власти решили начать большую операцию по ликвидации волков. Лесник опасался, что такие действия нанесут серьезный ущерб экосистеме, нарушат природное равновесие и причинят страдания тем, кто зависит от леса. С винтовкой на плече Андрей готовился к тяжелому рабочему дню с коллегами. Ему было грустно видеть, как люди бесцеремонно вторгаются в лес, безжалостно рубя его деревья и нарушая спокойствие его обитателей. Через несколько минут Андрей услышал плач младенца, источником которого оказался небольшой уголок среди их кустов, где угрожающе рычал огромный волк. Волк приготовился напасть на беззащитного и невинного младенца. «Не бойся. Кроха, я пришел, чтобы тебя спасти», — проговорил Андрей, время от времени обращаясь к ребенку, чтобы успокоить его. Осторожно приблизившись к волку, он метко прицелился, рука скользила по рукояти его надежного и острого оружия. У внушительного волка было мощное и страшное присутствие, но Андрей не испугался. Он знал, что волк всего лишь животное, которого нужно либо избегать, либо дать бы, чтобы спасти жизнь беззащитного младенца. Лесник знал о слабостях и повадках этих хищников, и он надеялся, что его знания и опыт помогут ему победить. Волк завороженно смотрел на Андрея, словно считая его соперником, но несерьезным. Но лесник не растерялся. Он сжал рукоять своего оружия и делает резкий выпад вперед, издавая свист, чтобы отвлечь внимание волка. Хищник был не готов к такому повороту событий и был сбит с ног. Пока он пытался прийти в себя, Андрей с артистичным движением нанес удар, который волк попытался увернуться, но уж слишком поздно. Волк был охвачен страхом, пораженный скоростью и храбростью лесника. Он понял, что исход схватки будет в пользу человека и младенца. Он был побежден, но оставался в живых, возможно, подобравшись с почтением и покорностью перед своим яростным противником. Андрей оглянулся, убедившись, что малыш в порядке, и осознал, что ни одна рана из этих злобных глаз не угрожала его преданному сердцу. Его победоносная улыбка не сменилась, когда он отпустил волка, предварительно удостоверившись, что последний больше не будет угрожать, и нежно поднял младенца в руки. Малыш был замерзший, его дыхание было слабым. Андрей знал, что времени для размышлений не было. Ему было нужно спасти это беспомощное создание. Он быстро завернул ребенка в свою куртку и побежал в сторону костра, около которого его коллеги готовились к обеду. По прибытии Андрей вскрикнул быстро: «Здесь ребенок нуждается в помощи». Люди, удивленные появлением младенца, бросились на помощь. Они завернули его в теплое одеяло и начали разжигать костер, чтобы создать комфортную атмосферу. Параллельно Андрей вызвал скорую помощь в местную больницу. Длительное время продолжался судебный процесс, но наконец-то правительство признало совершенные ошибки и согласилось на компенсацию семье младенца. Выделены были средства на лечение и потребности ребенка, а также на восстановление лесного участка. Слава Андрею стала достоянием двух наград. Одна за спасение жизни ребенка и проявленную отвагу, а вторая за помощь семье в судебном процессе. Ему было отправлено призовое вознаграждение и повышена зарплата. Но самое главное, история эта запомнится всем. Жители поселка наградили его званием Героя леса и жизни. Андрей возвратился к своей работе,
но теперь с еще большим энтузиазмом. Его история укоренилась в сознании многих местных жителей, и люди начали осознавать значение сохранения леса. Более того, правительство пересмотрело свою политику в области лесного хозяйства и охраны природы. Андрей продолжал свою деятельность как лесник, упорно трудясь над охраной и восстановлением леса. Его история стала одним из легендарных рассказов, передаваемых туристами и местными жителями. Он стал примером того, как один человек способен изменить судьбу многих и спасти невинную жизнь от опасности. Хорошо известная пословица гласит: «Капля может вызвать волны». В этой истории Андрей стал именно такой каплей, которая вызвала волну перемены и заставила людей задуматься о своей ответственности перед другими и окружающей средой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.